Тема сегодняшней лекции — кватернионное волновое уравнение первого порядка для электромагнитного поля. В этой лекции я расскажу вам о необычном уравнении волновом первого порядка, которое не может быть записано с помощью аппарата обычный вектор алгебры, однако может быть рассмотрен в рамках алгебры кватернионов или в рамках алгебры сидионов. План лекции будет следующий. Сначала я расскажу вам, что такое кватернионное волновое уравнение первого порядка. Затем мы рассмотрим решение данного уравнения в виде плоской волны и в последнем пункте обсудим кратко неоднородное волновое уравнение первого порядка. Итак, в прошлой лекции мы разбирали с вами волновое уравнение для электромагнитного поля в кватернионной или сидионной форме. Оно представляет собой произведение двух операторов и волновую функцию. Это уравнение описывает электромагнитные волны в вакууме. Волновая функция представляет собой сумму временной части — это скалярный потенциал, и пространственной части — это векторный потенциал. Вот среди решений уравнений второго порядка есть целое множество функций, которые удовлетворяют уравнению первого порядка. И действительно, если функция W удовлетворяет уравнению первого порядка, то она автоматически удовлетворяет уравнению второго порядка. Вот давайте мы рассмотрим это уравнение волновой первого порядка, этот специальный класс функций. Так, уравнение первого порядка в этом случае записывается в следующей форме. Если мы подействуем оператором пространственно-временного градиента на сидион потенциалов и разделим пространственно-временные скалярно-векторные части, то мы получим систему следующих уравнений. Значит, первое уравнение, второе — это скалярное, второе — векторное, и третье — псевдовекторное. Если мы вспомним определение напряженности полей скалярного, а также векторного электрического и магнитного полей, то мы увидим, что эти уравнения эквивалентны следующему условию, что напряженность скалярного поля равна нулю, напряженность электрического поля равна нулю и напряженность магнитного поля равна нулю. Таким образом, вот это уравнение первого порядка описывает волну потенциалов. У этой волны все напряженности полей равны нулю. Вот такая необычная волна. Рассмотрим решение уравнения первого порядка в виде плоской волны. Будем искать решение вот в таком виде, где есть экспонента и некоторый произвольный сидион U. Если мы подействуем на это уравнение оператором пространственно-временного градиента слева, еще раз, то мы получим обычное волновое уравнение, из которого следует, что частота и волновой вектор связаны вот таким соотношением. Или, значит, есть две ветви дисперсионной характеристики. Частота, значит, со знаком плюс и со знаком минус. Вот здесь они представлены в графическом виде. Таким образом, вектор волновой k можно представить в виде единичного вектора вдоль направления k и модуля k. Решение этого уравнения может быть представлено в виде вот такой плоской волны. Это можно проверить непосредственно подстановкой этого решения в исходное уравнение. То мы получим, так сказать, тождество. Давайте мы рассмотрим свойства вот этих решений в виде плоской волны. Итак, мы имеем две ветви дисперсионной характеристики. В соответствии с этим мы имеем два решения: W плюс и W минус. Рассмотрим их по отдельности. W плюс представляет из себя вот такую вот функцию. Здесь стоит знак минус и вот такая пространственно-временная часть впереди нашей волновой функции. А W с минусом имеет другую структуру. Здесь в экспоненте стоит плюс, и здесь стоит совершенно другая пространственно-временная часть. То есть вот есть два различных решения, соответствующих различным ветвям дисперсионной характеристики. Нетрудно заметить, что эти же волновые функции являются собственными функциями вот такого вот оператора SN-ного. И действительно, если мы рассмотрим уравнение на собственное значение собственной функции оператора этого оператора, то мы получим, что наши функции W плюс и W минус являются собственными функциями, субфункциями, отвечающими собственным значением плюс-минус 1/2. Вот. W плюс соответствует собственному значению минус 1/2, а W минус соответствует собственному значению плюс 1/2.
Действительно, давайте посмотрим поподробнее, как это можно показать. Итак, мы имеем две наши функции и наш оператор S. Если мы подействуем нашим оператором на функцию W+, то это действие сводится по существу к перемножению нашего оператора и пространственно-временной части этой функции. При перемножении мы получаем ту же самую пространственно-временную часть, но со знаком минус. Поэтому W+ соответствует собственному значению минус 1/2. Аналогично, если мы подействуем оператором Sn на вторую нашу функцию W-, то мы получим, что после перемножения получается та же самая э, пространственно-временная часть с тем же самым знаком. Поэтому W- отвечает собственному значению плюс 1/2. Вот такая модель, значит, электромагнитного поля, описываемого уравнением первого порядка, может быть применена для описания нейтринного поля. И действительно, свойства вот этой волны потенциально очень похожи на свойства нейтрино. Поскольку электрическое и магнитное поле в этой волне равны нулю, то такая волна распространяется сквозь вещество, состоящее из протонов и электронов, практически не затухая. Теперь несколько слов, кратко, о неоднородном волновом уравнении первого порядка. Если мы рассмотрим источники в правой части этого уравнения, вот в таком виде, есть скалярная часть, пространственно-временной вектор и абсолютный вектор f. Если мы подействуем нашим оператором на функцию W, то получим вот здесь CDO напряженности поля, а справа источник. Полученное уравнение говорит нам о том, что напряженности электромагнитного поля такого, то есть скалярные, векторные и псевдовекторные, они отличны от нуля только в области источников. Таким образом, если наши источники определены в некотором области пространства, сигма, g и f, то именно в этой же области определены наши поля, эпсилон, е и h. А вне этих областей они равны нулю. Вот такое вот интересное уравнение вот с такими интересными свойствами. Заключение. Таким образом, сидионное волновое уравнение первого порядка описывает волны в вакууме, у которых напряженность электромагнитного поля равны нулю. В случае неоднородного волнового уравнения напряженность электромагнитного поля отлична от нуля, только непосредственно в области источников. По традиции, в заключение хочу порекомендовать вам нашу книгу «Пространственно-временные сидионы и их применение в релятивистской квантовой механике и теории поля». Книга распространяется свободно через интернет. Здесь приведена ее ссылка. Также ссылка будет дана в закрепленном комментарии под этим видео. Если у вас возникли какие-либо вопросы или желание обсудить это необычное волновое уравнение, то вы можете связаться со мной, написав мне письмо по вот этому электронному адресу. Благодарю вас за внимание.